Лодка держит курс перпендикулярно к берегу и движется со скоростью 7,2 км в час. Течение сносит ее на расстоянии 150 метров вниз по реке. Найдите скорость течения речки и время, затраченное на переезд через реку. Ширина реки 500 метров. Ширина реки равно 500 метров. Скорость лодки на воде равна 7,2 км в час. Сносит течение на расстоянии, пусть будет это S2, 150 метров. Это будет S1, это S2. Задача спрашивается, нужно найти скорость реки и время, через которое лодка переплывет речку. Нарисуем небольшую картинку, чтобы было понятна задача. Это река. Скорость течения воды нам нужно определить. Лодка движется перпендикулярно к берегу. Вот она начинает движение. Здесь она должна заканчиваться. То есть она, в принципе, движется перпендикулярно к берегу. То есть ее вектор направления скорости выглядит вот таким образом. Это скорость лодки 7,2 км в час. Но течение ее сносит на расстоянии 150 метров вниз по течению реки на 150 метров. Ширина. Нужно найти скорость течения воды и время переправы лодки на другой берег. Поскольку мы можем говорить о том, что расстояние лодка переплывет перпендикулярно к берегу, именно эта скорость будет определяться временем переправы. Она переплывет вот с такой скоростью, несмотря на то, что она окажется в этом месте. Потому что эта составляющая, как раз именно вот эта составляющая скорости будет определять время, когда она переплывет. А то, что ее сносит речка, ну что ж сделаешь. Это работа будет воды. Вот это расстояние S1 можно записать следующим образом, что это равно V лодки умножить на время, которое будет она переплывать, это 600 метров. А вот это расстояние, это то расстояние, на которое сдвинет река эту лодку. То есть S2 можно записать как таким образом, что это V реки множится на это же самое время. Потому что время здесь одинаковое, что лодка переплывает вот это время, и это же самое время сносит ее течение на вот это расстояние. То есть реальный путь лодки будет вот такой, несмотря на то, что она держит курс перпендикулярно к берегу. Итак, время мы можем определить сразу, потому что нам известна скорость, нам известно расстояние. С этой формулы t будет равно S1 деленное на v. Вот время, которое необходимо для того, чтобы переплыть через эту речку. Можем его посчитать. С другой стороны, v речки можно определить с этой формулы. V речки будет равно тогда S2, что делится на что на t. T нам известно, можем подставить сюда. Получаем первая формула t равна S1 деленное на v. Вторая это v речки равно S2 деленное на t. А t подставляем вот это значение, получаем S2 деленное на S1, а наверх пойдет значение V. То есть V речки определяется вот этим делением. Можем посчитать сначала V речки. V речки будет равно S2. Это у нас 150 метров. S1 это у нас 500 метров. И скорость речки 7,2 км в час. Обратите внимание, что не обязательно сейчас вот это превращать в метры, потому что эти метры сократятся, и у нас просто получится два числа. Нули мы тоже сократим. 15 и 150 мы можем сократить. Сначала можем на пятерку сократить. Это будет 10, а это будет 3. Итого 3 умножить на 2,7 будет 21,6, равно 21,6 км в час, что делится на 10. Это равно, либо равно 2,16 км в час. Вот что дает такая методика записи всех, где можно сразу сократить те элементы, которые можно сократить, и получить без преобразования сразу вот значение. Вот надо было перевести это дело в метры за секунду или так далее. То есть этого не надо было делать. Видите, метры сократились и получились чистые числа, которые мы потом используем. Две речки мы нашли, и теперь t. Время, которое переплавы, будет равно t равно S1 деленное на v. Что такое S1? S1 это 500 метров. Делим на v на 7,2
километра в час. Здесь, наверное, стоит это все превратить в метры, поэтому будет 500 метров, что делится на 7,2. Здесь множится на 1000 метров и делится на 3600 секунд. Естественно, получается 3600 секунд идет наверх. Итак, получаем 500 метров, что множится на 3600 секунд и делится на 7,2, множится на 1000 метров. Посмотрите, метры сократились. Тут мы можем 2 нуля этих зачеркнуть, и здесь можем зачеркнуть 2 нуля, а это будет 72. 10 на 72. Давайте перепишем это для того, чтобы оно было как-то более наглядно. Итого получаем дробь 500 умножится на 36, останется секунд, делится на 72. Здесь мы можем сократить 72 и 36, тут будет единичка, тут будет двоечка, то мы получаем 250 секунд. Можем минуту это перевести, если это нужно будет необходимо. Тогда это будет 4 минуты 10 секунд. То есть нашли скорость речки v, итоговая получается, v речки равно 2,16 км в час, а t переправы будет равно 4 минуты и 10 секунд. Или 250 секунд.